Если Бхайрова — это абсолютно все и каждый, тогда и насильники. Это тоже Бхайрова. И те богачи из списка Эпштейна. Тоже он. И если это действительно так, то зачем вообще их наказывать? Зачем осуждать их поступки? И если Бхайрова творит такие мерзости, то как он может быть достоин почитания? Такие вопросы задали некоторые люди после просмотра прошлой главы. Им показалось, что этим вопросом они полностью опровергли данную философию. Но все не так просто, дети мои. Прежде чем углубляться в Виджняна Бхайрову, давайте разберемся в этом. Это правда, что Бхайрава – это все и каждый. Представьте, что я создал фильм, некую анимацию, которая проигрывается на экране. В этой анимации есть два человека, которые бьют друг друга или совершают какой-то гнусный поступок. Кем бы вы их ни вообразили, оба этих персонажа всего лишь экраны, вне экрана их просто не существует, верно? Они ограничены рамками видео. А что такое видео? Это свет, RGB свет, тот экран, на котором все это проигрывается, состоит из красного, зеленого и синего цветов. Если вы увеличите пиксели на экране своего телефона, то сразу все поймете. И этот красный, синий и зеленый свет исходит из единого белого сияния. И раз все видео – это не что иное, как свет, то и люди в нем, убивающие друг друга, тоже являются лишь светом. В этом смысле все есть Бхайрова. Это как ваш сон во сне, кто-то совершает над вами насилие. Но этот сон – вы сами, и тот, кто совершает насилие – это тоже вы. Точно так же и этот мир – сон Бхайравы. И все персонажи в этом сне – это сам Бхайрава. Тот, кто совершает насилие, и жертва. Оба они Бхайрава. Тот, кто подает в суд, кто сажает в тюрьму и кто исполняет смертный приговор. Все трое. Бхайрава. Так все есть Бхайрава. Вы ведь наверняка учили физику. Все состоит из атомов атомы. Из кварков и глюонов. Которые суть вибрации, и эти пульсации подобны волнам в океане сознания. В таком случае убийца и тот, кого убивают. Лишь вибрация, а вибрация не убивает и не может быть убита. Свет не совершает зла, и со светом не происходит ничего дурного. Тот, кто во сне совершает насилие, и тот, кто от него страдает. Только после пробуждения понимает, что это была лишь иллюзия. Это был абсолютный уровень. Разговор о высшей реальности. Теперь перейдем к реальности практической, то есть к миру дуальности, к этому миру снов, миру кино. Был вопрос, зачем наказывать насильника, зачем считать его плохим. Потому что в практической реальности идет игра, разворачивается сюжет. Это лила. Теперь игра. Игра остается игрой только тогда, когда соблюдаются правила. Если правила не соблюдаются, то в игре нет ни удовольствия, ни смысла, и она перестает быть игрой. Если в крикете не соблюдать границы поля или кто-то начнет жульничать, то это уже не будет крикетом. И никакого удовольствия от такой игры вы не получите. Поэтому долг игроков – не позволять друг другу жульничать и уважать установленные правила. Именно для этого и существует система правосудия. Вот почему в игре всегда есть судья и подобные нарушения, а также те, кто их совершает, ни в коем случае не будут оправданы или допущены впредь. Как раковые клетки являются частью моего тела, но их все равно необходимо устранить. В этом и есть дхарма. Другой вопрос, почему Бхайрова вообще допускает такое. Он не связывал нас. Мы. Это он в разных обличиях. Он дал нам свободу делать все, что мы захотим. В игре у каждого игрока тоже есть своя определенная свобода действий. Они могут делать все, что им угодно, и при желании они могут даже нарушить правила. Но за этим следуют последствия, то есть результат. Нарушите правила, и вас удалят с поля, или придется нести ответственность. Дадут красную или желтую карточку. Также здесь работает закон кармы. У вас есть выбор. Делайте, что хотите, но будьте готовы к тому, что за этим последует расплата. Это и есть карма. И если вам кажется, что это не работает, что закон кармы не действует и злые люди не получают по заслугам, то попробуйте сами, и вы быстро все поймете. Попробуйте, и ситуация прояснится. Вы ведь не видели жизни других людей так глубоко, чтобы понять, получают ли они плоды своих поступков или нет. Вы можете видеть только свою жизнь, так изучите ею, тогда придет понимание. И был вопрос,
Почему Бхайрава позволяет детям умирать и не спасает их? Зачем нам тогда ему поклоняться? Во-первых, эти дети тоже Бхайрава. Он не спасает себя, затем в вашем облике наносит удар самому себе, заставляя себя чувствовать боль, а в моем облике объясняет это самому себе. Это его игра. Почему вы поклоняетесь ему? Потому что он спасает детей или защищает одних людей от других? Если так, то идите и поклоняйтесь врачам и полицейским. Это эгоистичная и дуалистическая концепция. Поклоняться ему только ради того, чтобы он не допустил ничего плохого в нашей жизни, чтобы он оберегал нас. Именно поэтому каждый дядя хочет выдать дочь за врача или офицера, или поддерживать с ними связь, чтобы под этим предлогом извлечь свою выгоду. Того же самого мы ищем и в Боге. Нет, мы совершаем садхану Бхайравы для того, чтобы осознать, кем мы являемся на самом деле, чтобы перестать отождествлять себя с персонажем и начать отождествлять себя с тем светом, который дает жизнь этому персонажу или из которого этот персонаж возник. Осознайте его как свою истинную форму и знайте, что это и есть мы, чтобы мы могли пребывать в блаженстве и подняться над страданием, корень которого в отождествлении себя с этим телом и умом. Не для того, чтобы заставлять весь мир плясать под свою дудку, а чтобы как бы не шел этот мир. Мы оставались счастливы внутри себя, жили в радости и не были вынуждены вновь рождаться против своей воли. Это же самая основа. Даже это вам не ясно, а вы хотите практиковать Бхайрав Садхану. И затем, задавая такие детские вопросы, вы полагаете, что смогли опровергнуть само знание Шивы. Но вы лишь доказали собственную глупость. Впрочем, я здесь, чтобы все объяснить. Не волнуйтесь. На сегодня это все. Ом Намах Шивая.